Здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас 22 октября. Сразу прошу прощения за то, что вчера не выходили материалы. Было очень, знаете, много встреч. То, что я говорил, сейчас занимаюсь несколькими интересными проектами. Они, к сожалению, требуют много времени, присутствия. И поэтому бывает иногда перебои с моими материалами. Именно поэтому вчера материалов и не было. Сегодня первый материал я хочу посвятить более глобальной проблеме. Я ее немножко уже затронул в одном из своих текстовых комментариев в телеграм-канале, а сразу, пользуясь случаем, те люди, которые смотрят мои видео, хочу сказать, что когда я не записываю видео, я все равно выхожу в своем телеграм-канале, вот в нем вы можете видеть все новости, которые я считаю важными и которые я освещаю. И даже когда нет видео, в любом случае вы там можете увидеть, мое, по крайней мере, мое понимание происходящего, даже когда у меня нет времени записывать эти самые видео. Итак, вернусь к моей заметке по поводу дамбы на Каховском водохранилище. Почему на самом деле это я считаю тему важной, и она на самом деле выходит за рамки вообще специальной военной операции, хотя если киевскому режиму удастся взорвать эту самую дамбу, они решат для себя очень важную стратегическую задачу. Ликвидации нашего плацдарма на правом берегу Днепра, после чего их южный фас фронта заметно укрепится. Но здесь я хотел бы рассмотреть эту проблематику на гораздо более высоком уровне. Потому что конфликт на Украине уже очевидно является не просто конфликтом между киевским режимом и Москвой. Это часть глобальной игры, которую затеяли американцы и британцы ради того, чтобы добиться своих главных целей. Причем в первую очередь речь идет даже не о британцах, а о американцах, которые при помощи этого конфликта уничтожают даже не Россию. Они уничтожают Европу. Именно по этой причине, например, американцы, взорвав Северный поток-1, Северный поток-2, и таким образом на много лет, на десятилетия, а может навсегда, лишив Европейский Союз дешевого энергоресурса, рассказывают, что это сделали русские. Именно по этой причине они дали большую мощную оплеуху Зеленскому, объяснив: ты идиот, Вова, зачем ты рассказал, что это вы взорвали Крымский мост? Надо было сказать, как и мы, что это русские. И, видимо, исправляясь, Зеленский сейчас нагнетает волну, что, мол, русские заминировали Каховское водохранилище, дамбу Каховского водохранилища, они ее взорвут. При этом любой, даже немножко здравомыслящий человек понимает, что все эти аргументы, которые привел Зеленский в качестве, почему русские это сделали, они, я не побоюсь этого слова, дебильны, потому что очевидно, что все последствия взрыва этой дамбы идут на пользу Киеву и против интересов Москвы. Тем не менее, европейские политики послушно кивают головами и говорят: да, конечно, все так и есть. Причем то, что мы сейчас видим, это не начало, это развитие той борьбы, которую американцы запланировали много лет назад. Вот сейчас начинают всплывать и факты, которые, раньше мы догадывались, мы об этом тоже говорили осенью прошлого года, о том, что, например, учения натовские Полярис-2021, это своеобразная репетиция войны против России. И вот сейчас всплывают документы о том, что тогда прорабатывался план операции против России. Причем очевидно, что план в любом случае был бы реализован. Начала бы Россия первая, либо ей бы пришлось бы отвечать на вторжение уже украинской армии на территорию Донецкой и Луганской Народной Республики. Но при этом российская армия попала бы в гораздо худшую ситуацию. И страны-члены НАТО, самое важное, планировали в любом случае Украине помогать. То есть на самом деле им не важно, кто первый начал. Важно, что по итогу этой войны Россия должна быть либо ослаблена, либо разрушена. Европа, вернее экономика Европы должна была быть разрушена. И страны НАТО, а в первую очередь европейские страны НАТО, которые, я честно говоря, не понимаю политиков европейских стран НАТО, либо их там за яйца держат американцы так жестко, что не дернуться не могут. Как можно вести политику против интересов собственных стран, причем я даже, знаете, с Украиной сравнивать не хочу. Украина по отношению к европейским политикам, она еще как-то даже пытается отстаивать свои интересы, вернее, это банда Зеленского, которая окопалась в Киеве. Так вот, европейцы меня просто поражают. Собственно, именно по этой причине, по итогу всех этих столкновений, европейские страны и ожидает очень печальная судьба. Бог с ним, судьбой европейских стран. На самом деле это меньше всего меня сейчас волнует. Это должно в первую очередь волновать европейцев. И, кстати, я очень рад, что все больше и большее количество европейцев начинают задавать своим правительствам соответствующие вопросы. Так вот, последние события и последние вот эти документы по Полярису 2021 показывают, насколько серьезно американцы готовились к всемирной борьбе. И вот сейчас, например, тоже очень примечательный пример. Американцы рассказывают о том, что китайцы в ближайшие месяцы попытаются развязать войну на Тайване и таким образом решить свои территориальные проблемы. Если мы внимательно посмотрим на то, что говорили американцы примерно год назад, то мы увидим, насколько это все похоже на то, как американцы и британцы нагнетали ситуацию вокруг Украины на протяжении всего 2021 года. Именно по этой причине, и видя, каким образом все это потом далее отобразилось на Украине,
Я считаю, что все это очень и очень серьезно. Причем дело тут даже не в том, какие планы есть у китайского правительства, самое главное, какие есть планы у правительства американского. А очевидно, что если американцам удастся реализовать свой сценарий войны на Украине, а пока им это удается очень и очень неплохо, им удастся развязать войну в Азии и тоже добиться своих результатов, то таким образом они решат практически все свои главные проблемы, которые стоят сегодня перед Соединенными Штатами Америки. Именно по этой причине, когда меня спрашивают, когда начнется Третья мировая война, я всегда отвечаю, вы не заметили, она уже началась. Вот это примерно то, что я хотел сказать в данном выпуске. На этом у меня по этой теме на пока все. До свидания и до вечера.